Снова здравствуйте. Приходят вопросы на тему, а что делать, когда заболел гриппом? Ну, как бы понятно, вопрос нынче актуальный. Вот. Что, собственно, делать? Понимаете, это сродни вопросу когда вот звонят в строительную фирму, например, да, и говорят: ой, а у меня снегом крышу продавило, теперь с потолка льет, что мне делать? Ответ напрашивается сам собой. Ну, ребят, поздно пить боржоми, когда почки-то отказали уже, да? Вот. Потому что крышу, да, надо было смотреть и делать еще с осени. Раз. Второе. Если возможности сделать крышу, укрепить не было, значит, надо было периодически снег с нее сбрасывать. Всю зиму. Да? В отношении гриппа это значит, надо было беречься, если иммунитет слабый. Вот. А так, надо было иммунитетом заниматься летом еще. Да, а осенью, значит, добивать это все хозяйство. Соответственно, здесь все то же самое у нас получается. Оно как бы да, и люди как и соглашаются, и вроде как и все понятно и логично, что да-да-да, надо было, но вот так получилось, так вот вышло, и что вот теперь вот нам делать? В отличие от дома, от крыши и организма, у нас все-таки самовосстанавливающаяся система, да? Это же мечта любого инженера будет, если крыша сама себя восстанавливает. Дом сам себя ремонтирует. Вот. К сожалению, такого нет. А вот с нашим организмом есть, но люди старательно это забывают. Раз. Второе. Функцию самовосстановления организма они нагружают так, что она перестает справляться с этим всем. То есть с нагрузкой имеется в виду. И в конечном итоге, как в той поговорке про соломинку, сломавшую хребет верблюду, получается все то же самое. Малейшая дополнительная нагрузочка, и иммунитет провалился. Все, человек заболел, соответственно. У многих система проявляется, значит, последствия проявляются таким образом, что у них даже температуры не бывает. Я уже много раз говорил о том, что есть такая штука, как вирулентность. Это способность инфекции, с одной стороны, заражать организм, да? Вот это у нас как весы. А с другой стороны, способность организма противостоять инфекции. Понимаете? Все. И вот эти вот весы вот так вот качаются. Одну чашу опускаете, другая поднимается автоматически. Так, чтобы они одновременно поднимались, там, опускались. Так не бывает. У нас, с одной стороны, в принципе, достаточно различных каких-то медикаментозных средств для лечения заболеваний. Но вся проблема в том, что вменяемых, реальных, целевых противовирусных средств практически нет. Все средства, фактически, которые есть в аптеках, они являются средствами по борьбе с симптоматикой. Понимаете? То есть, грубо говоря, у вас крыша протекает, да? Потолок уже, вернее, протекает, с потолка течет. Ну, надо вам закрыть глаза, чтобы вы не видели, как это течет, да? Обколоть, понимаете ли, сделать новокаиновую блокаду на всю шкуру, чтобы вы не чувствовали, как эта вода течет, когда попадаете под нее. Ну и, соответственно, дать по голове, чтобы выключился слух, и вы даже не слышали, как там вода течет. Все. Фактически вот эти вот все, в основном, средства, которые в аптеке продаются, они делают именно это. Они просто-напросто выключают симптоматику, которая вам сигнализирует о том, что где-то что-то у вас там в организме неполадки какие-то происходят. Всего-навсего. Вот. Надо поднимать иммунитет.
Ходят, конечно, советы там про вот у нас есть такие замечательные препараты, которые, значит, там разные фероны, грипферон, там, интерферон там, и так далее и тому подобное. Ну да, эта штука работает. Только надо понимать, что эту штуку следует использовать только по жизненным показаниям, когда вопрос стоит жизнь или смерть. Потому что использование 3 раз, для кого-то меньше, для кого-то больше, за всю жизнь этих самых глобулинов, феронов и так далее, грозит вам полной потерей иммунитета с образованием диагноза СПИД. Синдром приобретенного иммунодефицита. Вот в чем дело. Понятно, да? Когда организм ставится на грань выживания, он включает резервные системы. Все. Чтобы выжить. Это происходит в разных ситуациях, в том числе, значит, когда что-то там, например, ему вкололи. Или, значит, ой, так это же даже не вкололи, это же даже просто в нос закапали. Это же капельки. Ядрить-мадрить. Вот в нос закапать, это зачастую бывает хуже, чем вколоть что-то внутривенно. По одной простой причине. Если внутривенно колется и попадает в венозную кровь, венозная кровь у нас завязана уже на кишечник, на печень. Она уже сбрасывает, значит, токсины туда, печень отфильтровывает жирорастворимые токсины. В основном, значит, почки отфильтровывают оттуда водорастворимые токсины в основном. Все это дело сбрасывается там в кишечник, отработка какая-то. Собственно, все. Венозная кровь у нас идет через кучу фильтров на очистку и так далее. Вот. Фактически она мало затрагивает организм. То есть остатки лекарства, которые ввели внутривенно, остатки лекарства после всех этих фильтров попадают, ну как, в артериальную систему. Остатки. Понимаете? Когда, соответственно, капают в нос, извините, здесь большое количество в носу сосудов, завязанных именно на артериальную систему, и мало того, которые попадают непосредственно в мозг сразу. Сосудистая система, завязанная на мозг в первую очередь. Понимаете? Вот. Все. Впитывается мгновенно. Всасывается там. В результате, значит, организм получает мощный, я бы даже сказал, шокирующий удар, который фактически ставит его на грань выживания. Организм включает, это не интерферон сам делает, не грипферон это все делает. Вдруг он там взял и победил вирус. Да хрен-то там. Человек бы сразу, значит, вылечился и от гриппа, и от ОРЗ, и, значит, от герпеса, понимаете, и прочих вирусов. Сразу бы и одновременно. А фиг, так не получается. Организм включает резервы и начинает побеждать, значит, то основное, что там есть в нем, что ему мешает жить. Там фактически это получается, как сказать, побочный результат включения вот этого вот хозяйства в попытке выжить. Это точно так же, как сильно перепуганный гражданин, значит, спасаясь от там клыков какой-нибудь собачки, вот, умудряется, значит, там практически с места перемахнуть 3-4 метровый забор гладкий. И вот так, оба, и там уже. Ну просто на страхе, на испуге, сам не понимая, как он все это дело сделал. Вот. Включаются резервные механизмы. Здесь все то же самое, включаются резервные механизмы, и человек фактически на адреналине, значит, выживает. По ходу пьесы выгорает, значит, там вирус наиболее слабенький. Вот. Все. По большому счету. Но вот эти самые силы резервного организма, они тоже не бесконечны. У военных, если мы вот так вот немножко отвлечемся в эту сторону,
есть для военных наработки, которые позволяют, значит, спецподразделениям вот, выживать в определенных, значит, ситуациях. Вот. То есть, грубо говоря, когда, значит, да, там его после купания в ледяной воде, там с температурой близкой к 0 градусов, да, в одежде, вот там выплыл, вынырнул, вылез на берег, там температура минусовая, человек загибается, да. Вот конкретная, значит, штука, там шприц-тюбик, который вкалывается в любую доступную поверхность тела. Вот. После чего у человека есть примерно 30 минут, в течение которых он чувствует, что ему тепло, даже жарко немножко. Он чувствует бодрость, как будто он выспался, еще и кофе дерябнул. Вот. Бодрость у него такая, значит, сил много, всплеск. У него есть 30 минут на то, чтобы развести костер, вырыть себе пещеру, значит, высушить свою одежду, сделать себе какую-то там захоронку, вот, и так далее. Потому что через 30 минут действие вот этого препарата кончится, и он просто будет валяться. Ему состояние будет значительно хуже, чем когда он вылез только что на бережок. Понимаете? Вот. И если он успел за 30 минут для себя там логово соорудить, значит он выживет. Не успел, значит помер. Окончательно. Все. Вот. И использовать эти штуки тоже нельзя многократно. Нельзя. Там период восстановления после них очень длительный. Очень длительный. Вот. Эти штуки, они как раз таки сделаны для того, чтобы человек мог выполнить задачу любой ценой. Именно поэтому у нас части ГРУ, вот, военная разведка, диверсионные подразделения приравнивались по последствиям применения к ядерному оружию, по эффективности применения. Непосредственно по эффективности применения приравнивались к ядерному оружию. То есть какая разница, что на противника, значит, там на объект ядерную бомбу сбросить, все будет уничтожено, что отправить туда диверсионную группу. То же самое, объекту будет кирдык. Причем без разницы, даже если один выживет. Всего-навсего. Задача, да, простая, прямая. Вот. Рэмбо отдыхает. По сравнению вот с реальными ребятами, значит, Рэмбо там со своей вот этой первая кровь, вторая кровь и так далее, это младенец в люльке. Вот. Вот в чем дело. И здесь все точно так же, уповать на какие-то фармацевтические средства, извините, сидя жопом в мягком кресле, на препараты вот такой эффективности, это глупость, ребят. Чистейшая глупость. Понимаете? Наверное, ломом можно починить золотой Rolex. Но, блин, лучше, наверное, не надо. Для этого есть другой инструмент, который позволит сделать четко, точно, аккуратно, вот, с меньшим риском и так далее. Растительных препаратов достаточно много. Надо только понимать механизм, который приводит к выздоровлению. Извините за многословие, но в большинстве случаев, понимаете, я, конечно, понимаю, люди хотят конкретный рецепт. Ты мне скажи, что мне сожрать. Не-не-не, ребят, еще раз. Для каждого в своем конкретном случае вот это вот, что сожрать, будет разное. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Надо, чтобы вы понимали сам принцип, как это работает. Когда вы понимаете принцип, вы в состоянии, ну, как тот химик, да, который понимает принцип, из ничего собрать, значит, там, я не знаю, сделать динамитную шашку. Ну, грубо говоря, да, взрывчатое вещество. Без разницы, как тут видел одного товарища, который говорит, ну, дайте мне 2 трубы, называет сечение труб. Одна там длина 2 метра, другая, значит, там длина 1,5 метра. Дайте мне, значит, перечисление там сахар, там какие-то удобрения он называл, значит. Я, говорит, вам остановлю танковую колонну. Понимаете? Потому что он сделает взрывчатку из этого хозяйства. Он сделает пусковое устройство из этого хозяйства.
Он фактически сделает гранатомет из этого хозяйства с кумулятивным зарядом. Понимаете? Он принцип понимает. Человек, конструктор оружия. Все. Всего-навсего. Точно так же, когда вы понимаете принцип, вы из чего угодно, что продается у вас в магазине, в ближайшем там магните, например, вы сделаете все, что вам потребно для вашего конкретного текущего состояния. У организма, по большому счету, не так много средств для борьбы с любой фактически инфекцией. Вот. А у инфекции не так много средств для воздействия на организм. Любая инфекция страшна не сама по себе. Там же нет зубов, которыми она, значит, вот жрет вот это вот все хозяйство, да? Это не крокодил, который там, или акула, которая от вас откусывает по кусочку, значит, там съедает вас. Нет. И вы погибаете. Нет. Дело в том, что ваша жизнь, это биологическая жизнь, это цепочка химических реакций. Любая зараза, любая инфекция, она характерна тем, что в результате своей жизнедеятельности получаются токсины, яды для вас. Эти самые яды, химические вещества, которые нарушают течение ваших необходимых для вас химических реакций в организме. Всего-навсего. То есть, как самое показательное, например, это боррелиоз. Самое показательное. То есть боррелия в первую очередь, попав в организм, она селится в лимфатической системе, где размножается. Потом она массово выходит в кровоток и генерирует столько токсинов, что вырубаются почки, печень, и человек погибает. Понятно, да? Либо, значит, заполучает там тяжелую недостаточность. Вот в чем дело. Соответственно, надо что? Почему говорят много пить? Не жидкости, воды. Много пить воды. Для того, чтобы растворять эти токсины и выводить их. Растворять, выводить. Разжижать эти токсины и выводить. Раз. Второе. Борьба с инфекцией происходит в первую очередь за счет окисления этой самой инфекции. Да, там работают лейкоциты, которые, значит, работают в качестве фагов, они там все это дело пожирают банально, значит, там и так далее и тому подобное. Но в первую очередь идет воздействие температурой. Вы же обрабатываете температурно, значит, там различные предметы, вот, для того, чтобы их обеззаразить. Стерилизация идет температурой. Вот здесь фактически все то же самое. За некоторым исключением инфекция погибает при температуре от там 39 с копейками до 41 градуса. Там 40 с копейками, точно 46 где-то так вот. Это тот предел температуры, который относительно здоровый человек, без патологии мозга, без патологии сердца, в состоянии спокойно пережить. Вот. Некоторые, да, там, сознание теряют, бывает. В принципе, в этом случае-то мозги-то зачем, когда температура высокая? Вот. Там сознание вырубается, как слишком затратный процесс. Поэтому человек это самое сознание теряет. Вот. Банально. А люди начинают с этим бороться. То есть, в первую очередь, для того, чтобы выздороветь, вам надо помочь организму поднять температуру. Если у вас температура поднялась и падать не желает, значит, это недостаточная температура. При фактически любом гриппе, грипп характерен именно тем, что там температура поднимается до 40-40 с копейками. Если у вас температура там 39 с копейками и она не падает, там, 39,2, 39,3, да, уже тяжеловато при такой температуре, но она почему-то, сволочь, не падает. В течение получаса она почему-то не упала. Значит, это недостаточная температура, ее надо поднимать. Ноги суете в тазик с горячей водой, обкладывайтесь грелками в конце концов. Есть замечательная штука в виде, например, вареного чеснока. У меня на сайте об этом расписано. Достаточно подробно.
Вот. Понимаете, вы там 10 головок, не зубчиков, а головок целиком. Для взрослого человека варите штук 10. Вот. Минут 15 там в небольшом количестве воды чеснок этот кушается спокойно. Он уже перестает быть жгучим, отвар выпивается. Чеснок прекрасно поднимает температуру. У вас это растет. И повторюсь в очередной раз. Ребят, температура страшна не сама по себе, а температура страшна длительностью. То есть полчаса высокой температуры абсолютно достаточно. Если у вас температура там поднялась до 40 с копейками там, на 15 минут, вам будет, конечно, совсем нехорошо. Да, но вы восстановитесь достаточно быстро. Чем дольше держится температура, тем интенсивнее вы теряете воду из организма. Раз. Надо помнить, что организм, ваша кровь, это электролит. Солевой электролит. И, соответственно, если вы нарушаете плотность электролита в ту или иную сторону, то емкость аккумулятора падает. С нашим организмом все то же самое. Как только вы теряете из электролита воду, плотность возрастает, емкость падает, вы чувствуете себя хреново. Вот. Как только вы все это дело наоборот слишком интенсивно разжижили, плотность электролита слишком сильно упала, ниже там нужных значений, да, вы точно так же чувствуете себя бед. Вот. Это тот самый эффект, когда, значит, там работники, занятые энергичным физическим трудом на свежем воздухе, например, на жаре, на солнце, им запрещают пить. Им запрещают пить, потому что если человек попил столько, сколько хочется, он теряет силы. Вплоть до вот такого вот состояния, значит, там тошнотного. Потому что резко изменилась плотность электролита в ту или иную сторону. Даже в сторону нормы. Организм не успел адаптироваться. Там пить надо, просто надо пить часто. Надо не допускать обезвоживания организма. Пить надо часто. Туристы сейчас об этом уже знают. Вот. Здесь все то же самое. Во время температуры пить. Пить. Когда перестает лезть чистая, кипяченая, горячая вода, надо пить подсоленную воду, каменной солью, морской солью, подкисленную воду, лучше всего яблочным уксусом хорошим. Вот. Не надо лимоном, блин, некоторые там, а можно лимоном подкислять? Да вы, блин, ребят, достали уже. Сказано, блин, яблочным уксусом, значит яблочным уксусом. Потому что в лимоне лимонная кислота, в яблочном уксусе калий, ёб. Калий нужен вам для сердца в первую очередь. Все. Блин, сказано лягушка, значит квакать и прыгать. А не выдумывать, блин. По каждому пункту объяснять, и так все жалуются, что у меня видео слишком растянуто, слишком много я рассказываю, слишком много ненужной информации. Так я потому и рассказываю так подробно, чтобы у баранов было меньше вопросов, блин. Потому что им как ни рассказывай, они норовят это все вывернуть, перевернуть, извернуть, сделать неправильно, а потом, значит, сидеть, жаловаться, а это не помогает, блин. Да. Понимаете ли? Вот. Поэтому воду пить. У вас во время высокой температуры в разы интенсифицируются, поднимаются, значит, ускоряются процессы метаболизма. Хрен бы с ним, что вы там теряете калории, там жир сжигается и так далее. Вы выжигаете запасы микроэлементов, вы выжигаете запасы витаминов. Мало того, кроме патогенной флоры, вы начинаете терять еще и полезную флору, то есть флору кишечника, которая у вас в первую очередь и синтезирует те самые витамины и минеральные вещества. В том числе. Понятно, да? Я не оговорился. В том числе синтезирует минеральные вещества. Холодный ядерный синтез никто не отменял. Это точно так же, как грецкий орех генерирует йод, синтезирует йод. Вот. Точно так же наш организм в состоянии синтезировать много чего еще. Чего ему там нужно. Главное, чтобы микрофлора была в порядке.
Понятно, да? Температуру надо поднимать. Надо ее поднимать. Чем дольше вы ее держите поднятой, тем хуже для вас. Чем быстрее вы ее поднимете до максимума, тем быстрее она упадет обратно, и вы начнете восстанавливаться. Все, что надо делать во время гриппа. То есть много пить. Если вы не пьете, я уже в принципе рассказывал, есть у меня видео на тему, как получить осложнения во время болезни, то вот те токсины, которые у вас производятся инфекцией, во время борьбы с инфекцией, эти токсины откладываются в ваших тканях, потом оттуда потихоньку, постепенно все равно извлекаются организмом для того, чтобы они были выведены. И вот эти токсины нарушают происхождение ваших реакций. И, например, именно вот эти токсины дают тот самый результат, который называется осложнением на сердце. Было сердце хорошее, теперь сердце сбоит. Почему сердце сбоит? Потому что сердце очень сильно завязано на химические реакции, происходящие с использованием калия, магния, натрия. Особенно калия и магния. Понятно, да? Если вы туда запихиваете, грубо говоря, вот в эту пробирку, где должна протекать химическая реакция с нужным результатом, какую-то дрянь, у вас что будет происходить? Нарушение протекания химической реакции. Все. Результат нарушения вам диагностируют как: о, вы получили из-за гриппа осложнение на сердце. Чтобы не получить, надо было пить много воды. Чтобы получить, не надо пить воду. Точно так же с легкими. То же самое с легкими. Чтобы получить осложнение, не надо пить воды. Чтобы не было осложнений, надо пить воду. Все. Понятно, да? В случае с легкими это у нас клюква. Значит, достаточно много, там, стаканами в день. Чеснок килограммами, воду ведрами. Чтобы не допустить отека. Любой отек, это нехватка воды в организме в общем с избытком воды локально. А избыток воды локально, это как раз таки вот здесь токсины растворены, ткани набухли, но сбросить это в кровоток не могут, потому что в кровотоке некуда сбрасывать, там, блин, тоже все дерьмом уже загружено, блин, понимаете, конвейер полный. У нас что является транспортом в организме? Вода. Добавьте воды, добавьте транспорта. Добавьте транспорта просто-напросто. И все будет выводиться интенсивно. Поймите, вот есть, скажем так, нормальное содержание воды в организме, есть, соответственно, вот здесь вот обезвоживание, да? Прохождение в любую сторону от нормального к обезвоживанию, от обезвоживания к нормальному состоянию всегда через отек. Всегда через отек. Если у вас образовался отек, значит, либо вы идете к обезвоживанию, либо наоборот. Но через отек проходится всегда. Через стадию отека проходится всегда. Вот. Таким вот образом. Понятно, да? Растительных средств у нас достаточно. Ну да, некоторым говорят, чеснок, там, эффективность его не доказана. Ну, во-первых, доказано. Эффективность чеснока доказана. Просто не все об этом знают. А многие забыли. А когда не знал, да еще забыл, блин, тогда доктор наук. Да. Инфекционист. Обязательно. Такое ощущение, прям вот именно за это, значит, вот так вот звание-то и дают. Как только забыл, так на получи сразу. Да. Теперь прибавка к зарплате, теперь к нему обязательно прислать, значит, журналиста, чтобы, блин, об этом рассказали на весь свет. Да. Все знают, что чеснок помогает при вирусной инфекции.
Сами инфекционисты, блин, ну кто не доктора наук, они как бы это используют достаточно активно. Те, кто доктора наук, они, блин, считают, что уже все. Не помогает, не доказано, блин, и так далее. Вот. Таким вот образом. Там достаточно много средств, понимаете? Если у вас температура очень высокая, она держится и держится, блин, и вам от этого ну, очень плохо, и поднять совершенно не получается. Надо, соответственно, восстанавливать организм уже. Ну, в таком случае у вас есть, например, два средства. Первое – это клюква давленная. Еще раз, на сайте у меня расписано, как это хозяйство использовать. Значит, второе. Есть осиновая кора, которую, если сварить, то есть поварить больше 20 минут, она получает свойства, как кора хинного дерева. То есть противолихорадочное средство. Точно так же прекрасно понижает температуру. Надо понимать, что аптечные средства, которые понижают вам температуру, они работают на эффекте выведения железа из организма. Все. Вывели железо из организма, нечем поднимать температуру. Вот. Соответственно, что клюква, да, ягода, что кора осины, они не выводят. Там абсолютно другой механизм. В принципе. Почему он не используется? Ну, я не знаю. Не ко мне вопрос. Вот, наверное, потому что, блин, это фактически без побочных эффектов. Нет, есть там побочный эффект. У клюквы есть побочный эффект. Она по ходу пьесы, значит, уничтожает трихомонаду в кишечнике. Ну, то есть, когда вы давленную клюкву принимаете внутрь, уничтожается, значит, трихомонада в кишечнике, значит, и в мочевыводящих путях. Раз. Ну, побочный эффект такой, да. У, соответственно, коры осиновой есть тоже побочный эффект. Глисты ее не любят, дохнут, бегут от нее, значит, там и так далее. Тоже вот такой вот эффект побочный есть. Вот. Можно, конечно, использовать перцовую настойку. Опять же, подробности все у меня на сайте, они расписаны подробно. Буду рассказывать все подробности здесь, видео будет еще раза в 2 длиннее. Значит, ссылка на сайт, она там в описании под видео будет в обязательном порядке, всегда ставится. Значит, опять же, спиртовая настойка перца красного, жгучего, кайенского желательно. Это фактически капсаицин в кровь. Капсаицин, доказано действие капсаицина, блин, уже если на то пошло. Вот, подробно расписано. Правда, последний раз я когда смотрел в этой самой Википедии, урезали собаки по полной программе. Там процентов 10 осталось описания, значит, действия капсаицина от того, что было изначально. Вот, так что, ребята, эту заразу тоже редактируют по полной программе, поэтому смотрите, ищите информацию в других местах. Вот. Понятно, да? Но, еще раз, когда вы принимаете антибиотик, это антибиотик, антибио, против жизни. Зачастую антибиотик не столько подавляет инфекцию, бывают антибиотики нужны, бывают случаи такие. Но в случае с вирусной инфекцией получается, что антибиотик на вирус не действует никак. Он просто-напросто подавляет ваш организм, это же яд тоже. В результате чего у вас просто-напросто уровень иммунитета падает и пропадает симптоматика борьбы с инфекцией. Ну, сравните с чужая армия заходит на территорию. Если на этой территории присутствует собственная армия, будет война, военные действия, значит там дым, взрывы и так далее. Если там нет армии, что происходит? Тихое, спокойное, значит, занятие территории противником и все. Симптомов войны, признаков войны нет. Вот есть территория, есть армия. Чья армия? Вопрос отдельный. Понятно, да? То, что местное население начинает потихонечку загибаться вот, под оккупацией, это вопрос отдельный. Главное, войны нет. Взрывов там и так далее. Вот здесь все то же самое. Абсолютно то же самое. Вот.
То есть отсутствие симптоматики еще не говорит о том, что вы совершенно здоровы. И да, поднимать иммунитет – это штука такая, тоже нетривиальная. Обычно бывает таким образом, что человек сначала несколько десятков лет старательно свой иммунитет гробил, загонял его туда куда-то под плинтус, а потом вдруг решил, значит, его поднять. Ух ты, как здорово. Вот. А что там поднимать, если там уже ничего нет? И надо фактически строить все с нуля. Вот. Там уже куча хронических заболеваний, и от этого надо избавляться. Там каждое хроническое заболевание проходит через фазу обострения в обязательном порядке. Вот. Люди, которые приобретают у меня все-таки рецепты там, по детоксикации, дегельминтизации, например, практически все отмечают такую штуку. Как только начинают принимать, использовать вот эти вот рецепты, принимать, значит, препараты там расписанные, у них тут же что-нибудь начинается. То есть умные люди понимают, иммунитет начинает активироваться, активизироваться, начинает борьбу, соответственно, начинается симптоматика. Достаточно быстро эта симптоматика проходит. То тут, то здесь что-то, то там что-то, то здесь что-то. И да, иммунитет растет, поднимается. Были у меня случаи, когда человек, значит, писал: ёкарный бабай, я вот потратил столько-то денег на ваши рецепты, а потом столько денег на препараты, а потом еще, значит, столько-то вот времени на использование вот этого хозяйства, но я ничего не получил. Но потом, еще через полгода, этот же человек написал, когда он все-таки сделал все полностью, что надо было. Я, говорит, получил результат. Больше того, на что рассчитывал. У меня было то, а сейчас у меня вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Я, говорит, теперь могу сравнивать. Понимаете? Год прошел, человек мне написал. Ну, да. Некоторые хотят получить результат мгновенно. Ну, как от котлетки. Котлетку съел, было вкусно, стало сытно, да? Значит, здесь хотят все то же самое. Нет. Вы много лет убивали иммунитет, теперь его надо поднять. И на это тоже должно уйти какое-то время. Это не мгновенно. Это не может произойти мгновенно. Вы десятилетиями накапливали токсины внутри своего организма. А хотите, чтобы эти токсины вывелись мгновенно, за недели? Так не бывает. Это невозможно. В одном случае девушка, значит, наращивала объем выпиваемой воды 3 месяца. Как она сама мне сказала, я, говорит, перестала считать, сколько выпиваю, после того, как стала выпивать 7 литров. Понимаете, она пила в сутки больше 7 литров. При этом все 3 месяца у нее нарастал потихонечку, значит, где-то там отек внутри. То есть росла масса тела потихонечку. И потом, когда она достигла нужного результата, она стала ходить в туалет по-большому каждый день по нескольку раз в больших объемах. Откуда, говорит, столько? Я, говорит, столько не съедаю. Ну, это да, это за предыдущие годы накоплено. А теперь, наконец, организм вот это начал выводить. Интенсивно. Понимаете, в чем дело-то? Мгновенного результата не бывает. Быстрый результат только у детей, но там и проблемы копились не так долго. Поэтому там чуть подкорректировал питание, и все, у ребенка кашель, сопли проходят. У взрослых значительно дольше. Еще раз. Любая борьба с любой инфекцией должна основываться в первую очередь на подъеме иммунитета. Не подавлении иммунитета, а на подъеме иммунитета. Во-первых, это все-таки проще. Во-вторых, результаты нагляднее. И последствия приятнее для вас. Как-то так. Если что, на сайте у меня лежит рецепт, что делать. Значит, если у вас вдруг там что-то завязалось, какая-то ОРВИ, ОРЗ, гриппер там начинается, еще не до температуры,
Только вы что-то почувствовали, и там расписано комплекс мероприятий, что надо есть, пить, в какой последовательности и так далее и тому подобное. Все подробно написано, расписано, рассказано. Это есть на сайте. Заходите, читайте, изучайте. Все для вас. Главное понимать принцип. Кто принцип уже начал понимать, тот перестает нуждаться в моих услугах. И это здорово. Как бы парадоксально ни звучало. Так что вот. Приходите, научу, объясню, расскажу. Всем пока.